Итак, друзья, добрый день. Добрый день. Сегодня 27 октября и вчера, 26 октября. Вот, все. Все, да? Да, все. Итак, друзья, 27 октября 2020 года мы в Грузии, и у нас вчера было большое-большое собрание, на котором мы спустя год нахождения решения. Я вам сейчас дам 35 причин, которые нас подвигли к тому, чтобы мы остались в этом. И расскажу не то что о плюсах, а о своем впечатлении, о своем мнении об этой стране, где я со своей семьей уже прожил год. Вчера мы отпраздновали годовщину нахождения в Грузии, и сегодня, 27 октября, я вам расскажу 35 причин, по которым я останусь в Грузии еще на 1 год. Меня часто спрашивают, скучаю ли я по родине, скучаю ли я по своей Беларуси, скучаю ли я по той стране, где я вырос, но скажу вам честно, нет, не скучаю. И вот почему? Вернее, потому что здесь, в Грузии, супер открытые и дружелюбные люди. Это правда. Я смог на собственном опыте, на собственном своем таком экспириенсе. Причина – это потому, что в Грузии нет у солнца выходных. Солнце здесь всегда. Сегодня 27 октября, я стою на балконе, у меня солнце светит прямо в лицо, и, как видите, здесь вполне себе комфортно, климат просто завораживает. Здесь тепло, солнечно и вкусно. Вкусно, потому что продукты, фрукты здесь действительно вкуснее и дешевле. Более того, я тут остаюсь, потому что именно здесь, именно в Грузии, научился определять сорта винограда, марк, консистенции стало таким понятным, казалось бы, простым. Также я остаюсь здесь потому, что я ни разу не обращался за год, ни я, ни моя семья, ни разу мы не обращались в полицию, потому что незачем. У нас не было ни одной причины обратиться в полицию, хотя полиции надо отдать должное, она здесь есть, она здесь открыта, и она не вызывает того страха, когда к тебе подходит. Потому что дети в Грузии это действительно святое. Кто бы что ни говорил, но здесь к детям особое трепетное отношение. Я такого отношения не видел нигде. Ни в Европе, ни в России, ни в Беларуси, и даже не в Украине. Здесь отличное, вот просто такое душевное отношение к детям. И здесь дети, независимо от, не знаю, от расы, от их родителей, это то, что вот незыблемо светлое. Это классно. Ну, седьмое потому что здесь у нас каждые выходные мы открываем для себя некое чудо природы. То есть мы по Грузии ездим, путешествуем, мы смотрим горы, водопады. Вот у нас некое открытие, не побоюсь этого слова, чудо природы. Это очень и очень классно. Ну, восьмое потому что мы здесь остаемся, здесь действительно очень вкусный воздух. Грузия это страна, окруженная горами, да, тут море, влажность классная, и вот сам по себе из-за этого цветения садов, из-за цветения вот зелени, из-за всего, из-за отсутствия больших заводов, здесь действительно вкусный воздух. Ну, что регистрация бизнеса занимает 9 минут. Вот действительно, регистрация бизнеса и классные налоги здесь сделаны для того, чтобы люди действительно могли себя реализовать и заниматься чем им угодно. Вот занимайся и все. Да? Зарегистрируйся, плати минимальные налоги, занимайся, развивайся, помогай стране и людям. Опять же, регистрация бизнеса здесь очень и очень простая, и в отличие, допустим, от Белоруссии, России здесь абсолютно нет пропаганды. Здесь нет какого-то такого засилия того, что ты должен там вот это, такие там вот это все. Тут пропаганды нет вообще, и это также ощущается. Я говорю за себя, ни разу не видел портретов деятелей, как вот у нас в Беларуси висят там Лукашенко кругом висит там, да, в России там кругом Путин висит, в Грузии нет портретов там политических деятелей, это тоже поначалу ты этого не ощущаешь, а потом, когда начинаешь сравнивать Беларусь, допустим, и Грузию, Россию и Грузию, то ты понимаешь, что в принципе здесь
полностью нет портретов вот, госчиновников, госдеятелей. Следующее, потому 10 или там уже 12, потому мы здесь остаемся, действительно помогают по умолчанию. Простой пример. Я стою в магазине, объясняю молодой продавщице, она смущается, она теряется, она улыбается. Какая-то женщина встревает в наш разговор и начинает с ней говорить по-грузински. У меня это, я же в принципе говорю, а оказывается все банально просто. Эта женщина, понимая то, что я не говорю по-грузински, а продавщица не говорит ни по-русски, ни по-английски, она начинает ей переводить то, что я хочу, и начинает вместо меня общаться с ней потому там, что я хочу. И вот они мне уже сами с собой договорились, да, там мне нарезали то, что мне было надо, то, что мне... И я только потом понял, что эта женщина мне помогает. Так вот, друзья мои, здесь это повсюду и повсеместно. Люди помогают по умолчанию. Они видят, что ты остановился, запутался, заблудился, они приходят к тебе и спрашивают, может чем-то помочь? И самое важное, что здесь это на всех уровнях, начиная от стариков, от пожилых людей, заканчивая полицейскими. Здесь очень классно, поэтому здесь вот такая история. Ну, еще что, потому что здесь действительно классные врачи и классная медицинская страховка. Здесь вот врачи, которые не навязывают тебе какие-то препараты, как это делается у нас в Беларуси, там, да, там, фуфломицины, а действительно хотят тебе помочь. Ну, потому что здесь дешевое такси. Такси в Грузии, неважно, чем людям здесь машины, когда здесь такое дешевое такси, и ты не паришься, чем заправлять, техосмотры, запчасти, резина. Здесь такси действительно дешевое, есть свои нюансы, таксисты бывают немножко заезжают не туда, когда едут к тебе, но все остальное, Яндекс Такси, Максим, там, Болт, все отлично работает. И Итак, такси здесь дешевое, и что Максим, что Яндекс, плюс-минус, здесь можно доехать, допустим, по Батуми мы ездим, и получается в любую точку города плюс-минус за 3 лари, это 70 рублей, либо $1. То есть за $1 можно доехать в любую точку города, буквально там плюс-минус, да, и у вас все будет хорошо. Следующее, здесь можно действительно гулять по городу ночью. Мы можем гулять что в Тбилиси, что в Батуми, что в Кутаиси. Мы можем гулять безопасно ночью. Раньше я ездил постоянно в Европу и гулял по ночным городам. Меня это как бы немножко воодушевляло, прибавляло мне сил и энергии. Здесь тоже самое, можно безопасно гулять ночью, и это очень и очень круто. 16 потому что здесь, в отличие вот не слушайте то, что вам говорит пропаганда, там в русских там ящиках, там телевизоре, везде. Здесь русским, русским это русскоязычным, да, украинцы, белорусы, казахи, все, кто говорят на русском языке, здесь им охотно помогают, потому что у грузин отношения, они реально понимают. В отличие от нас, живущих там, они понимают, что в том, что творится на политической арене, виноваты не народы, а их там, допустим, предводители, там, президенты. Поэтому здесь к русским отношения, я не заметил. Я по себе говорю, я за год пребывания в Грузии не заметил какого-то такого явного там пренебрежения, там, да, там, типа, там, русский не обслуживаем. Там, нет, все нормально, все классно, все хорошо. Дальше. Ты когда идешь по городу, неважно, Тбилиси, Батуми, ты действительно отбиваешься от приглашений выпить там чая, кофе, вина, там, да, потому что вот у них это нормально. Нормально пригласить человека, посидеть, выпить, поговорить за жизнь, потому что вот они очень дружелюбные. Это с этим надо просто жить. Это вот оно не наиграно, да, оно не для того, чтобы тебя чем-то заманить, опоить, одурманить, а просто потому, что ты человек хороший, он человек хороший, два человека хорошие встретились, они должны выпить и поговорить. Это классно. Что еще?
Опять же, незнакомые люди могут пригласить тебя в дом, это нормально. Когда мы путешествуем по деревням, нас охотно впускают в дома, там показывают, приглашают перекусить, там, да, и это поначалу немного настораживало, потому что я не представляю, чтобы я, допустим, в белорусской деревне приехал, и меня где-то позвали куда-то там в дом, сходите, смотрите, там, этого нет. Ну, в тех деревнях, в которых я был, а был я в многих деревнях Беларуси. В России то же самое. Здесь это нормально, то есть, если они видят, что ты путешествуешь, ты там с семьей, они тебе покажут дом, сад, свой виноградник, свои там персиковые угодья, там, да, это вообще классно, и это, то есть, вот эта доброта, теплота, которая ощущается, она чувствуется в ненаигранности. Это очень важно, то есть ты к этому привыкаешь, и этого действительно не хватает в Беларуси, ну и в России в том числе. Опять же, здесь стабильно хороший интернет. Бывают перепады, бывают какие-то там сбои, но это минимум, это совсем-совсем небольшой такой процент. В основном скорость стабильная, высокая. Здесь государство, в отличие опять же от России, от Беларуси, не регулирует интернет, интернет-ресурсы, интернет-провайдеров. И здесь очень классный, нормальный, недорогой интернет. Что еще улыбаются? Они улыбаются, вот те же самые продавщицы, они улыбаются, стесняются. Опять висим? Интернет, когда я сказал хороший, он взял и подвис. Ну, он показал, это вот у нас первый такой стрим, когда, ну ничего. Итак, улыбаются люди здесь повсеместно, да, особенно продавщицы, они, когда молодые продавщицы, они понимают, что их русский не на высоте, мой грузинский также, по-английски никак, бывает никак, да, и, соответственно, они улыбаются и стесняются, и это тоже нормально, потому что продавщицы, у них нет тебе желания впарить, но есть желание помочь. Это тоже очень-очень важно. Там есть какие-то раздражающие моменты, но плюсы все равно их больше, чем минусов. Намного больше, кратно больше. Опять же, здесь соседи, наши соседи, да, они, узнав, что петух нам мешает спать по утрам, тут петух пел в 2 часа ночи. Он решил, он попутал день с ночью и начал кукарекать в 2 часа ночи. И соседи были готовы сварить из этого петуха суп. Это тоже очень порадовало. Понимаете, вот такого не ожидаешь, потому что это для меня, для тех стран, где я жил, где я вырос, некий нонсенс, да, там как бы, ну, мешает тебе мой петух, что хочу, то и делаю. Здесь все несколько по-другому. Ну, давайте честно, витамины здесь круглый год. Витамины здесь круглый год, потому что сейчас октябрь, скоро будет ноябрь, хурма расцвела, хурма сочная, свежая, вкусная, вообще бомбическая хурма. Только закончится сезон хурмы, начнется сезон мандаринов. Закончится сезон мандаринов в декабре, начнется сезон апельсинов. Да, там уже вот и весна. То есть здесь промежуток между местными овощами, фруктами, он совсем мизерный. И вполне себе, учитывая те закатки, которые наша семья научилась делать, в принципе, пережить здесь зиму очень и очень просто, да, потому что здесь все очень быстро цветет, очень быстро зацветает, очень быстро растет. Посмотрел, уже сейчас виноград уже полным ходом, любой дешевый виноград, яблоки на любой вкус, сливы, хурма, тут все дешево, все прям в саду под ногами, прям рядом, это тоже важно. Что еще? Я здесь остаюсь, потому что здесь я каждый день гуляю 10 тысяч шагов по побережью моря. Батуми 10 километров, есть линия вдоль, обустроенная, хорошая велодорожка. Здесь можно классно гулять по побережью. Представьте, то есть, как я заряжаюсь на работу, когда каждое утро могу выходить и гулять, наслаждаясь пальмами, морем, вкусным воздухом и перекусом, который у меня есть в рюкзачке. Дальше. Что еще радует? Я здесь остаюсь, потому что здесь за окном птицы поют. Пение птиц здесь потрясающее. Причем оно настолько разнообразное, что мы даже с Федором, с моим сыном и супругой решили изучить, какая птица поет. Потому что каждый раз какая-то новая трель. И вот это классно, когда у тебя за окном открытое настежь окно, свежий горный воздух и пение птиц.
вкусный воздух, горы за окном, в тени птиц, это классно. Ну, еще, мы здесь остаемся, потому что здесь пляжный сезон 6 месяцев. Полгода здесь пляжный сезон. Сегодня мы купались. Сегодня 27 октября мы купались. И я уверен, что мы и в мае опять пойдем купаться. Мы в прошлый сезон купались, здесь в мае открыли сезон, там в начале мая. Здесь мы опять закрываем его, наверное, в середине октября, потому что море 23 градуса. Друзья мои, у меня река Припять в моем родном городе в летнюю жару была плюс-минус 23. Здесь море в октябре 23, и это классно-классно. Ну, опять же, потому что из окна у кого-то площадь красная видна, у кого-то что-то еще. У меня из окошка видно горы, друзья, это вообще мечта. То есть с балкона виднеется, то есть я знаю, что туда 10 минут, ну 15 минут, да, море, горы прямо из окна. Сад, горы, воздух, вкусная еда, вообще релакс классный. Вкусная еда, свежая рыба. Свежая рыба в Батуми здесь в изобилии. Просто есть рыбный рынок, есть агрохаб, есть огромное количество рыбы, которая повсеместно. Грузины сами по себе, наверное, не любят особо рыбу, у них нет культа из еды, но для тех, кто рыбку полюбил, здесь вообще бомбическое место. Ну, дальше что? Я здесь еще остаюсь, потому что я именно в Грузии вернулся к кулинарии. Именно в Грузии я начал опять готовить. Я готовлю, мне это нравится, продукты вкусные, я даже поэтому духовой шкаф, да, потому что здесь не готовить вообще грех. Тут культ из еды, он становится настоящим, да, потому что здесь из этих продуктов, из этих свежих овощей, фруктов, которые действительно без химии, без нитратов, без всего-всего, они естественно, и блюдо получается совершенно иначе. Тот же самый киш из курицы, либо киш из рыбы, это совершенно иное, потому что морковка здесь пахнет морковкой, яблоки пахнут яблоками. И здесь перцы, все в изобилии, все дешево, и делать какой-то сате, либо там овощной рагу, это просто бомбическое. Поэтому, друзья мои, это еще один большой-большой плюс. Ну, по работе, по плюсам, да, здесь очень много свободных ниш, очень много мест, где можно себя реализовать, потому что здесь конкуренция, она, особенно в интернет-бизнесе, она минимальна. И здесь я чувствую себя как рыба в воде, потому что там, где я плаваю, это Москва, Европа, там конкуренция очень жесткая. А здесь это все на местном уровне, на местном рынке, оно в таком зародыше, и здесь можно экспериментировать, пробовать разные продукты, сервисы, услуги, и это очень и очень классно. Что еще? Мы здесь остаемся, потому что жена действительно с ребенком может вечером поехать куда-то там на его кружки и вернуться, и я словил себя на мысли, что я не парюсь. Я не заморачиваюсь тем, что кто-то там ее обидит, что там она не доедет, что там ее там могут, не знаю, изнасиловать, да, здесь такого не может. Здесь, ну, по нашему опыту здесь безопасно. Что бы я еще хотел сказать, что здесь вот небо, оно высокое. Небо высокое круглый год. И поначалу ты не понимаешь, ты когда идешь и чувствуешь, что это не так, потому что в Беларуси очень много туч, и небо, я не знаю почему, оно как-то чуть-чуть ниже, да, там оно просто нависает над тобой. А тут оно, может из-за чистоты воздуха, оно прямо здесь высокое, и вот небоскребы, которые кажутся там в Москве, в Минске высокими, здесь кажутся не совсем большими, потому что небо здесь действительно высокое, и здесь на фоне этого всего воздух, вода, климат, здесь зелень, друзья мои, зелень круглый год. Ну, плюс-минус зимой, вот как я по себе, по своим ощущениям, я когда жил в Беларуси или в России, там четко, вот резко, да, наступила осень, сдула всю листву, до свидос. Все стоит голое, елки кое-где там они пробиваются и больше ничего. Здесь же очень много зелени, причем она на зиму кое-где спадает, но так же быстро, то есть ты просыпаешься, и оно бух, и все расцвело, да, и вот это вот ощущение
зелень, а для человека зеленый цвет это цвет жизни, да, потому что зелень, зеленый цвет, то есть глаз человека, он определяет максимальное количество зеленого цвета. Нам зелень, она вот зелень окружающего мира, она очень и очень, я думаю, способствует к такому позитивному настроению. А если это еще смешать с работой, с релаксом, то есть, да, с воздухом, с морем, там, вот здесь это вообще классно. Что еще? Опять же, здесь очень много мест для отдыха, как телом, так и душой. Здесь очень много спа, очень много гостиниц больших, там, да, с большими бассейнами, с фитнес-центрами. И опять же, очень много мест, где можно побыть, там, не знаю, сады. Отъехав буквально 15 минут от города, ты окунаешься в лоно природы, даже зачастую нетронутой, да, такая вот просто природа там, да. Можно поехать в ботанический сад. Здесь что в Тбилиси, что в Батуми офигенные ботанические сады. Но если разобраться, то сама по себе Грузия это один большой ботанический сад. Это то место, где ты начинаешь понимать, как классно, когда огромное многообразие различных там деревьев, кустарников, цветов. Вот мы сегодня шли, пальма цвела. Мы сегодня там недавно шли, какое-то дерево цветет. То есть октябрь и цветут какие-то цветочки на деревьях. Они красные, они белые, они там пахнут, запах. Это все настолько завораживает, что просто, ну, вообще классно. Ну и 33-й, наверное, 35-й пункт, почему мы здесь остаемся, это потому что здесь, в Грузии, вам никто ничего не навязывает. С одной стороны, классно, потому что здесь на тебя не обваливается спам рекламы, тут нет счетов, тут нет каких-то, не знаю, рекламных таких вот навязчивых интераций, да, но здесь не навязывают тебе веру. Тут людям по барабану, в кого ты веришь. Там мусульманин ты, христианин ты, то есть как бы здесь никто тебя не будет там типа, вот у нас там все ходят там помолиться Господу нашему, да, тут такого нет. И опять же здесь тут нет ощущения, что тебе что-то преподносят, какую-то там, не знаю, политику в уши там, да, заливают. Ну, может, потому что мы не смотрим телевизор, да, отчасти, но я не ощущаю такого давления и навязывания, как со стороны там религиозных конфессий, так и с политических партий. Поэтому, друзья мои, 35, потому что я остаюсь. Я не патриот. Я скажу честно, я не патриот, я не хочу возвращаться в страну, где я чувствую себя в опасности, где моя семья может быть в опасности, где мне тяжело дышать, где у меня очень мало мест в этих бетонных коробках, чтобы релакснуться, где мне не хватает действительно воздуха. Здесь же действительно высокое небо, вкусный воздух, классные люди. Ну, Грузия это люди. Вот что бы кто ни говорил, если бы, наверное, не было людей, если бы сюда поместить наших хмурых соотечественников, то с такими лицами, да, наверное, поменялось бы все. Но пока Грузия это то место, где хочется оставаться. Я думаю, что этот год, который мы проведем в Грузии, еще один год, будет таким же радостным и успешным, который мы провели его здесь. Я думаю, что эти мои советы помогут некоторым из вас принять решение и приехать в Грузию, погостить в эту замечательную страну. Скоро все проблемы, они рассосутся, там коронавирусы, границы откроются, и все будет классно. Поэтому, если вы до сих пор думаете, куда приехать и где отдохнуть, где можно спокойно работать, если вы там фрилансер или вы там удаленный работник, либо вы хотите просто переехать на новое место жительства, то Грузия это страна номер один в моем списке. Я мало в какой стране оставался больше, чем на полгода. Здесь же думали мы, год пройдет, нам все говорили, что вот вы еще мало пожили, ты там пожил полгода, там туда-сюда. Год, друзья мои, мало чего. Нет, поменялось. Поменялось то, что я перестал замечать, как грузины пикают на улицах, да, ну они пикают по поводу без повода. Я перестал замечать собак, которые здесь в изобилии большом, там, да. Я начал замечать хорошее, потому что среди этих людей заметить плохое, ну, можно, но это опять же перекрывается волной того, как здесь классно. Я думаю, что был вам полезен. Я думаю, что эти мои вот такие потому помогут вам
понять хотя бы немножко Грузию, перестать слушать пропаганду с ящика, который льется вам в уши. И это ответ моим знакомым, моим будущим знакомым на тем, почему ты остался в Грузии, не скучаешь ли ты по Беларуси. Не скучаю я по Беларуси, не скучаю я по другим странам. Дом там, где моя семья. А если моя семья сыта, в безопасности, им тут хорошо и вольготно, то в принципе все отлично. Даже забыл сказать, что сейчас мой сын поехал с супругой, он поехал заниматься на фортепиано. Он за год начал играть, играет он очень классно. И я советую вам посмотреть в сторону Грузии, как страны, где можно хорошо релакснуться. Душой, телом, семьей. Приехать сюда и вкусить вот этого добра, потому что в Грузии добро, тепло от людей, оно идет с избытком, его очень много, да, и, наверное, потому вот эта Грузия, она такая маленькая, гордая, но очень классная страна, где вам обязательно понравится. В всяком случае, я не видел людей, которым здесь не нравится. Живется. Пора в роман. Да. Все, спасибо, всем пока.